Icy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим прекрасные планарные наушники от компании Tanzu стоимостью $259. И приходят они в огромной коробке с очень красивым оформлением, где на лицевой части здесь имеется большая иллюстрация самой императрицы Цзэ Тяньву. Также есть логотип компании Tanzu и Flash Acoustics, которые специально для этих наушников изготовили очень красивый кабель. А также здесь указано название этой модели Цзэ Тяньву The Legend. Ну а сзади уже указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает целых два планарных излучателя, основной диаметром 14,2 мм для воспроизведения низких и средних частот, а второй диаметром 6 мм, отвечает уже за высокие частоты. И понятное дело, все это разделено кроссовером. Но чувствительность составляет 106,5 дБ, и они получили очень низкое сопротивление 12,5 Ом, поэтому на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники, карточка с изображением императрицы, шикарный кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Очень большой фирменный кейс как для хранения наушников, так и амбушюр. Причем обратите внимание на то, что внутри тут все отдельно перегородками разделено, что прям очень круто. Ну и 3 комплекта фирменных силиконовых амбушюр Tanzu. Есть как и сбалансированные, так и более широкие и вот такие конусной формы. Наушники довольно небольшие, выполнены полностью из металла и смотрятся, как по мне, очень круто за счет использования вот этой перламутровой пластины, которая добывается из раковин моллюсков, известных как морские ушки. Да и оформление лицевой панели в виде лотоса мне прям нравится. Но здесь уже у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и находится целых 2 отверстия для компенсации. А еще одно отверстие находится уже на внутренней части наушника, где рядом здесь указана маркировка канала, и, ребята, звуковод у этих наушников получился довольно небольшой. Он не слишком длинный и имеет диаметр 5 мм, что довольно сейчас редкость. А также дополнительно он защищен черным фильтром и получил бортик для более лучшей фиксации амбушюр. Ну и сидят в ушах эти наушники просто превосходно, так как они действительно небольшие, звуковод у них, как по мне, прям оптимальный, поэтому и со звукоизоляцией все довольно тут хорошо. И самое главное, что посадка достаточно глубокая, ну а комплектный кабель у этих наушников реально хорош. Он очень удобен, очень легкий и совершенно не путается, и менять его, ребята, смысла точно нет. Ну и самое главное, что в комплекте тут есть еще 3 набора фирменных силиконовых амбушюр Tanzu. Лично я советую ставить сбалансированные, либо широкие, если вы хотите, например, подчеркнуть высокие частоты. А так дело ваше, тут уж выбирайте все на свой вкус. В любом случае можно также и другие без проблем попробовать, благо их звуковод это позволяет. Ну а приобрести планарные наушники Tanzu Цзэ Тяньву Legend вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат планарные наушники Tanzu Цзэ Тяньву Legend. И вот так выглядит график частотной характеристики. И эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с крайне плавным переходом к области нижней середины. А основной акцент в области верхней середины здесь будет примерно на уровне моего таргета. И меня радует, что эти наушники не стали настраивать под Harman Target. И наоборот, увели в крайне знакомую для меня подачу с максимально нейтральным и сбалансированным характером, так как это и не басхедные наушники, и не слишком энергичные в области верхней середины, и при этом с просто поистине шикарными по продолжительности и высокими частотами, без каких-то явных провалов, что прям идеально соответствует моему таргету. Но безусловно я должен сразу сказать вам, что это не темные по подаче наушники, так как на высоких частотах, на мой слух, они очень даже так хорошо раскрепощены, и тут они мне очень напомнили совсем недавно вышедшие Meyer CK2V и новые топовые трибридные наушники Dynu Braindance, обзор на которые я выпустил пару дней назад. Надеюсь, вы уже все его посмотрели. И по большей части эти наушники объединяют очень быстрые переходные процессы, атаки, очень продолжительные послезвучия и, конечно, общая прозрачность и чистота в звучании за счет использования микропланарных излучателей. Поэтому при их прослушивании мне прям сразу пришли на ум именно эти наушники. Очень похожий характер здесь определенно имеется, но в
остальном танзу звучат, конечно, совсем иначе, поэтому сейчас давайте лучше разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках очень аккуратные, совершенно не басхедные, в первую очередь очень текстурные и прозрачные. Да, это именно тот случай, когда бас не стремится как-то подавлять остальные частоты, как уже в более басхедных моделях, а максимально аккуратно вливается в общую звуковую картину, создавая естественную глубину и воздушное звучание. Бас в этих наушниках безусловно не обладает какой-то супер запредельной мощью, как там в Kiwi Ears Punch, но его глубина ощущается четко, без какой-то там размытости или гулкости. Я бы сказал, что он проявляется будто бы в виде грамотно поданной и хорошо ощутимой вибрации, которая уже и добавляет музыке необходимую фундаментальность без какого-либо заметного перегруза или излишнего акцентирования на себе. А вот мидбас в свою очередь демонстрирует классическую для чисто планарных излучателей подачу. Он быстрый, точный и упругий. Удары барабанов обладают очень быстрой атакой, а бас-гитара звучит насыщенно и фактурно, позволяя услышать вам как мельчайшие нюансы звукоизвлечения, так и очень хорошо прослушиваемую сатурацию и дисторшн. И в целом, слушая будь то бы электронику, будь то хип-хоп, то на чем в первую очередь я тестирую низкие частоты, то в этих жанрах каждый удар мидбаса ощущается предельно четко, а общая текстурность дает вам возможность различать даже тонкие переходы между ударами и какими-либо там фоновыми вибрациями. Ну а вот уже в роке и в очень тяжелом металле он подчеркивает энергичность и рельефность гитарных рифов, а в джазе и акустических жанрах позволяет отчетливо слышать каждое движение контрабаса или мягкие вибрации виолончели. Но что особенно впечатляет в этих наушниках, это плотность и упругость баса, так как учитывая, что перед нами здесь планарные наушники с довольно неплохим усилением низких частот в 8 дБ, то он обладает отличным панчем и скоростью, благодаря чему даже сложные ритмические партии звучат разборчиво и крайне динамично. Да и контроль в этих наушниках безусловно находится на высоте, так как бас никогда не перетягивает чрезмерное какое-то внимание на себя. И самое главное, совершенно никак не размывает средние частоты и не делает звук каким-то излишне темным или аналогово жирным, как уже в очень теплых моделях. То есть в этих наушниках он остается очень чистым, детализированным и отлично вписанным в общую звуковую картину, максимально грамотно и сбалансировано. И даже уже слушая эти наушники на более высокой громкости, низкие частоты сохраняют свою четкость и структурность. Они не перегружают ваш слух каким-то излишним мега-массивным давлением, а создают максимально естественную и приятную основу для остальных частот. Поэтому, друзья, как по мне, это именно тот тип звучания, который идеально подойдет тем, кто ценит баланс между техничностью и музыкальностью, предпочитая не просто какой-то массивный гудящий бас, а по-настоящему детализированное, живое и динамичное его воплощение. Но вот средние частоты в танзу Zetianwu Legend обладают максимально нейтральным и сбалансированным характером, с большим уклоном в теплую подачу. Они подаются очень ровно, не напряженно, без каких-то там провалов или лишних пиков, что делает звучание в этих наушниках, несмотря на использование планарного излучателя, тембрально очень естественным и комфортным. При этом я отмечу, что средний диапазон здесь совершенно не кажется каким-то скучным или безжизненным, а напротив, он насыщенный, энергичный, драйвовый, с отличной прозрачностью и динамикой, свойственной как раз планарным излучателям. Поэтому в этом плане тут, ребята, все для меня было максимально ожидаемо. Как говорится, что я ожидал, то и получил, поэтому танзу нас не обманули, когда написали вот в этой карточке, что Zetianwu Legend настроены уже на нейтральный и теплый тюнинг. И да, друзья, я в этом убедился, именно так оно на самом деле-то и есть. Ну и конечно, что касается вокала, то в этих наушниках он передается очень чисто и естественно, без какой-то там излишней резкости или чрезмерной аналоговой мягкости. Голоса звучат телесно, а за счет небольшого усиления в области нижней середины приобретают характерный объем и вес с правильным тональным балансом и легкой такой добавочной приятной теплотой, придающей им живость, особенно заметную именно на мужских вокальных партиях, тогда как женский вокал в своей подаче очень детализирован, открыт, прозрачен и не уходит в какую-то крикливость или яркость. И на слух он реально очень приятен, с четкой артикуляцией и с очень естественной интонацией. И меня очень радует, что какой-то затемненности или вот этой зажатости в подаче вокала нет. Наоборот, голоса, как по мне, в этих наушниках раскрыты как полагается и в пространстве воспринимаются не тупо в моно по центру, а очень даже так широко, будто раздвинувшись прямо перед вами в широкой звуковой сцене. Да и инструменты в этом диапазоне звучат, как по мне, тембрально очень натурально и выразительно. Гитары передаются с буквально великолепной атакой и богатой фактурой в общем миксе
все они четко очерчены, не пересушены и сохраняется у них хорошее такое ощущение глубины и самого вот этого тела инструмента. Но рояль в классической музыке раскрывается буквально во всей своей полноте, демонстрируя как естественные оттенки звучания клавиш, так и их мягкость или даже такую небольшую добавочную акцентированную жесткость, уже тут в зависимости от стиля исполнения. И струнные инструменты безусловно обладают хорошей слоистостью и натуральным резонансом, а вот духовые звучат в этих наушниках так прям, знаете, я бы сказал, живо, насыщенно и без какой-то вот этой чрезмерной яркости или потери деталей. Особенно для тестирования разных инструментов я советую послушать вам целый альбом саундтреков к игре Ведьмак 3. Эти наушники прям идеально раскладывают абсолютно все композиции в нем. Причем и первая версия Танзу очень неплохо это делала, но эти наушники, ребята, это прямо другой уровень. Еще более лучшее разрешение, более возросшая общая прозрачность и текстурность в этом диапазоне. Поэтому, как по мне, это однозначно серьезный апдейт. И самое главное, я считаю, что вот это характерная для планарных наушников энергия средних частот тут максимально сохранена, так как переходные процессы очень быстрые, детализированные и обладают чуть ли не великолепной динамикой. Каждая нота передается с естественной атакой и плавным затуханием, что делает звучание на выходе максимально реалистичным и насыщенным. Музыка в этих наушниках не разваливается на какие-то отдельные звуки, как в супер хирургично точных наушниках, а подается очень слитно и музыкально, с отличным чувством ритма и тембрального баланса. И благодаря такому сочетанию нейтральности, теплоты, драйва и насыщенности средние частоты в Tanzu ZT-Envy Legend подходят абсолютно для любых жанров. Они не перегружают микс, но и не теряются как-то на фоне, остаются очень чистыми, динамичными и естественными, делая подачу сбалансированной и комфортной даже при очень длительном прослушивании. Но высокие частоты в Tanzu ZT-Envy Legend это, как по мне, одна из самых сильных сторон этих наушников, так как они безусловно имеют некоторое легкое добавочное подчеркивание, но выполнены настолько чисто и технично, что звучание здесь остается комфортным даже при супер детальном и тщательном анализе треков. Здесь нету какой-то излишней неприятной яркости или грубой подчеркнутости, зато есть какая-то просто поразительная информативность, благодаря которой слышно абсолютно все мельчайшие нюансы записи. И вот тут они уже очень сильно стремятся к наушникам из предыдущего обзора Juno Brain Dance, так как техничность и детальность тут выполнена на очень высоком уровне. Абсолютно любые звуки в этом диапазоне передаются быстро и точно, без какого-то там размазывания или искусственного смягчения. Микродинамика, как по мне, ребята, тут тоже великолепна. Можно отчетливо слышать, как изменяется затухание тарелочек, как раскрываются какие-то призвуки струнных инструментов или насколько глубоко вообще передаются послезвучия в хорошо записанных вокальных партиях. Но главный козырь этих высоких частот это безусловно шикарная прозрачность и общее ощущение воздушности этого диапазона. Наушники создают чувство, будто верхний диапазон буквально дышит, давая пространству максимальную вот эту открытость и естественную легкость. И вот этот эффект как раз характерен для действительно качественных планарных наушников, которые способны воспроизводить высокие частоты с минимальными искажениями и максимальной вот этой разборчивостью. И, конечно, отдельно стоит отметить атаку и скорость. И здесь они буквально одни из лучших в своем классе. В быстрых записях тарелки и перкуссия звучат остро и очень хлестко, но без какого-либо остаточного звона или песка. Переходные процессы в этих наушниках происходят, ребята, чуть ли не мгновенно, без какой-то там потери точности, что делает ритмичную и очень тяжелую металл и рок-музыку особенно живой и энергичной. То есть любители послушать тяжелый инструментал, так еще и смешанный с грубым и мощным мужским вокалом, тут ребята точно останутся довольны. При этом я отмечу, что у этих наушников есть еще одна важная особенность. Это комфортность подачи. Несмотря на высокий, я бы даже сказал, буквально чрезмерный уровень детализации, звучание здесь не перегружает ваш слух, а остается естественным и в какой-то степени даже плавным. То есть это вообще не те высокие частоты, которые колят или жутко давят на ваш слух и заставляют вас как можно быстрее сказать: ну все, хватит с меня, дайте-ка я лучше пойду отдохну от наушников. А скорее это именно те высокие частоты, что подчеркивают пространство, создают ширину сцены и добавляют большего ощущения присутствия внутри композиции. И в итоге Tanzu ZT-Envy Legend это, как по мне, наушники с восхитительно проработанными, детальными и техничными высокими частотами. Они обладают отличной скоростью, потрясающей прозрачностью и чуть ли не филигранной разборчивостью и достаточной мягкостью, чтобы оставаться комфортными даже в супер долгих сессиях прослушивания. Ну а звуковая сцена
фона в этих наушниках ощущается естественной, открытой и хорошо организованной. Она не стремится к какому-то искусственному раздуванию пространства, но при этом дает вам достаточно воздуха и объема, чтобы звучание было свободным и комфортным. Пространство здесь получилось скорее умеренно широкое, чем какое-то чрезмерно экстремально раздвинутое. Инструменты не разбрасываются по краям сцены, но и не сжаты в одну кучу в центре, так как они занимают свои четкие естественные позиции, создавая эффект более, так скажем, реалистичного расположения, а вокалы и ведущие инструменты остаются четко сфокусированными, но не прижатыми, так скажем, близко к слушателю, да и какие-то фоновые реверберации, например, прослушивая ambient музыку, формируют уже очень такой приятный легкий фон, добавляя большей глубины, которая в этих наушниках, как по мне, ребята, выражена на отлично, но я отмечу, что она не чрезмерная, так как инструменты и различные слои звуков располагаются очень логично, барабаны и бас-гитара ощущаются чуть дальше, а вокал немного выдвинут уже вперед по построению в звуковой сцене, а вот уже различные какие-то атмосферные элементы и какие-то эффектные реверберации будто парят в пространстве, создавая отличное ощущение объема. В результате звук остается в этих наушниках очень увлекательным, в какой-то степени даже необычным, не становясь ни излишне каким-то приближенным, ни чрезмерно отдаленным от вас. И что действительно впечатляет меня, это позиционирование и разделение инструментов. Планарная скорость и четкость позволяют вам отчетливо различать каждый источник звука, будь то это тарелки, гитары, клавишные или даже какие-то едва заметные фоновые детали. А вот уже в очень многослойных треках инструменты не сливаются друг с другом в одну непонятную кучу, а остаются очень четко различимыми, как будто их, знаете, можно прям взять, ухватить и буквально рассматривать отдельно. И благодаря такой сцене Tanzu Zetianbu Legend дарят хороший эффект присутствия, позволяя вам не просто слушать музыку, а действительно чувствовать и будто находиться в этом пространстве. Они не создают какой-то искусственно огромной звуковой сцены, но отлично передают максимально естественную глубину, воздушность и разделение, что делает прослушивание от более простой современной музыки до очень тяжелой инструментальной музыки максимально увлекательным, организованным и комфортным. Ну а вывод по планарным наушникам Tanzu Zetianbu Legend у меня получился таков. Без всяких сомнений, ребята, это еще одни шикарные наушники, которые я смело рекомендую к покупке. Как по мне, сейчас это идеальный вариант для тех, кто хочет послушать чисто планарные наушники, без всяких там арматурных излучателей и динамического драйвера, так как это максимально планарные, техничные и характерные наушники с прекраснейшими переходными процессами, очень быстрой атакой, очень динамичным и текстурным басом и просто потрясной нейтральной серединкой с очень детальными и прозрачными высокими частотами. Ну а звуковая сцена у этих наушников, как по мне, заслуживает просто отдельной похвалы. Она широкая и глубокая и просто с потрясной прорисовкой планов и отдельных слоев. В общем, ребята, я однозначно рекомендую брать эти наушники. Ссылка на покупку наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!